Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это недельный гороскоп с 27 октября по 2 ноября. Как не пишется сегодня у меня гороскоп, как-то сложно он идет, уже в который раз начинаю эту запись. Но все-таки, ребята, терпение и труд все перетрут. И это, конечно же, история точно так же будущей недели. Хоть у нас Сатурн и абсолютно гармоничен, но у нас будут внутренние противоречия, что-то где-то сделать не так, как-то где-то доказать, сказать не так по-другому, иметь какое-то свое мнение, которое мы даже сами, если мы, конечно же, можем позволить себе себя покритиковать, то мы будем сами понимать, что вот наше вот мнение, которое мы себе где-то сложили на этой неделе, оно нам даже где-то мешает. И если получится поменять точку зрения, очень хорошо, это не позорно, это отлично. Потому что большую часть недели, дорогие, у нас на небе будет как раз-таки складываться квадратура Венера с Юпитером. И к выходным она как раз-таки станет очень сильной. Ну и развязка ее, конечно же, на следующей неделе, чего мы очень сильно не хотим, потому что через неделю Венера станет в квадратуру с Плутоном, понимаете, а там уже совершенно другие споры, совершенно на других силах. Поэтому скажу вам так, эта неделя, которая нас с вами ждет, она не то что переходная, а она неделя, набирающая обороты. Нам необходимо будет как раз-таки привыкнуть к новым моментам, которые мы не совсем готовы, которые мы не хотим видеть. Быстрые резкие смены ситуаций, мнений, позиций. Та история, которую нам необходимо принять, чем быстрее, тем нам будет проще, да, то есть принять со своим мнением, либо принять чью-то сторону. То есть это такой момент очень-таки веский для многих. При всем при этом нас, опять же, ребят, никуда не ухожу, у нас с вами будут тормозить наши страхи, потому что на начало недели у нас Уран в оппозиции с Лилит, в оппозиции с Марсом. И вот уже буквально с 28 октября у нас Уран становится в четкую оппозицию с Меркурием. Понимаете, то есть наше мнение, которое у нас вот оно вот такое яркое, интересное, да, оно где-то заставит нас резко менять кардинально свою точку зрения, ситуацию, как-то из них выходить, да. Ребята, я описываю основные такие тенденции недели, поэтому этот гороскоп подходит абсолютно любому знаку зодиака. Смотрите ли вы по Солнцу, по асценденту, по Луне. Вообще, ребят, без разницы. Если вы попадете в описание как раз-таки того или иного знака, значит, у вас совпадений больше. Если я про какой-то знак не буду говорить, это не говорит о том, что я вас меньше люблю. Просто на общий гороскоп у вас вообще ничего такого сильно не отсвечивает. Конечно же, при отсутствии каких-то личных транзитов, которые мне здесь не видно. Ну, ребят, а если у вас свой собственный вопрос, оставляйте в комментариях к этому видео, и я в режиме свободного времени постараюсь на все ваши вопросики ответить. Но при этом пишите свою дату, время, место рождения и вопрос. Ну что, поехали. Неделя у нас такая набирающая обороты, очень быстрая, движущаяся вперед. Здесь нужно таки ускоряться, но при этом быть очень сильно внимательным, потому что я сказала, что основная движущая сила – это вот смена нашего настроения, фокус нашего внимания, и Меркурий будет в оппозиции с Ураном. А аспект очень хороший для того, чтобы учиться, усваивать сложные знания, для того, чтобы куда-то ехать, путешествовать тоже хорошо, но при этом будьте очень сильно аккуратны. Меркурий в последних градусах Скорпиона и переходит в знак Стрельца. Это случится у нас 30 октября, и там вообще захочется очень-очень куда-то в поездку, в командировку, что-то где-то быть, новое узнать. Очень хорошая для этого история, но при этом понимайте, что Меркурий в точной оппозиции с Ураном, где нужно в поездках быть очень аккуратным. Вот здесь это аспект такой резких изменений, какие-то потери могут быть, даже мошеннические истории, да, поэтому здесь будьте, ребята, внимательны, проверяйте документы, однозначно. У нас с вами еще остается первая неделя ноября, ну так если грубо, да, 9 ноября у нас начинается ретроградный Меркурий,
И, как правило, вот перед периодом ретроградного Меркурия мы все немножко совершаем ошибки или же много, и потом в период ретроградного Меркурия мы словно возвращаемся в прошлое и исправляем все свои недочеты. Поэтому будьте аккуратны, если подаете на какие-то визы на этой неделе, хорошее на самом-то деле время, но при этом проверяйте. Внимательность – основная история. Будьте аккуратны за рулем, не спорьте, не конфликтуйте на дороге в тот же самый момент, будьте не аварийны, потому что аварийными будут все вокруг, кто не соблюдает правила. И да, потому что очень в хорошем, гармоничном аспекте Меркурий находится с Сатурном, и если мы движемся по правилам, если мы при этом чувствуем интуитивно, что нам вот сейчас лучше туда не поехать, лучше сохранить как-то свои силы, время на что-то другое, направить на полезное, потому что еще очень гармоничный аспект такой же с Нептуном. И здесь, конечно же, чувствуйте свою интуицию, будьте внимательны, следуйте по правилам, и будет хорошо. То есть это вся неделя у нас такая, понимаете, да? Точно так же у нас Венера набирает обороты в квадратуре с Юпитером на этой неделе, к концу недели мощность и амплитуда конфликтов в любовных отношениях, она будет расти. И здесь такой момент, ты точно так же захочется к концу недели совершать очень много необдуманных покупок по прихоти, а-ля в легкости, а-ля у соседа вот такая красивая штучка, я тоже хочу ее себе купить. Не смотрите на соседа, вы, живя жизнью соседа, радости в жизнь не приходит. Вот такая история. Покупки по необходимости очень хорошая история. Покупки, бы у кого подглядеть, так себе история, потому что, опять же, у нас следом идет ретроградный Меркурий, когда мы будем сожалеть о каких-то своих вложениях, покупках в том числе. И да, доставки могут в период ретроградного Меркурия тоже задерживаться, поэтому если вы что-то хотите себе быстренько сейчас прикупить, оформить, сделать, тогда делайте на этой неделе, и следующее у нас еще тоже. То есть у нас до периода ретроградного Меркурия 2 недели. Поэтому если вы сейчас себе что-то закажете, чтобы оно вам быстренько пришло, все то же самое, все, что вы очень сильно хотите, потому что ретроградный Меркурий будет с 9 по 29, понимаете? И эта история такая очень-очень, ну, будет останавливать, потому что ноябрь месяц вообще в этом году очень сложный, и еще здесь остановки, доставки, поставки, вот эта вот логистическая история, которая будет не складываться, будет очень сильно выводить из себя. И да, что у нас еще на этой неделе? При всем при этом у нас складываться со среды начнет очень хорошая история на большие деньги. Не то, что сейчас ее нет, да, просто она начнет работать очень ярко, очень интересно. Не то, чтобы до среды у нас ничего не было, просто у нас в среду 29 октября Луна становится в соединении с Плутоном в оппозиции с Юпитером. То есть начинает работать такой большой, мощный аспект на то, что я хочу сделать, хочу много сделать. При всем при этом вот в этом напряжении у нас очень много гармоничных аспектов, которые нам говорят о том, что если мы придерживаемся плана, если мы идем туда, куда нам нужно, если мы повышаем свою планку в том числе, тогда мы получаем то, что нам хочется. А как нам оказаться в среде и вот это все сделать? Ребят, у нас понедельник и вторник, я считаю, потрясающие дни, когда у нас Луна находится в знаке зодиака Козерог. То есть это дни, когда нам нужно четко планировать. Понедельник, 27 октября, очень хороший день, очень хороший день. Солнце в потрясающе гармоничном аспекте с Луной. Хорошее время еще и Луна в Козероге для планирования, для того, чтобы четко представить себе свою жизнь, спланировать свое время, спланировать мероприятия, которые вы хотите совершить, сделать в своей жизни. То есть реально-таки запланировать будущий месяц, несколько месяцев, зиму, совсем вот прям уже почти, можно так сказать, вышли гороскопы годовые, и это, да, в этом году очень как-то невероятно сложно, хотя 2026 год, такая пасхалка, да, 2026 год, он будет яркий, он будет интересный. Я не обещаю, что он будет легкий. Вы всегда от меня ждете, Женя, когда повезет, будет в легкости. Ребят, в легкости не будет, но те, кто будут трудиться, и те, кто будут
истинно прям таки идти туда, куда идут, прям с горящим сердцем, вот тогда будет получаться. Естественно, это осень, конец октября, ноябрь– это время, когда мы должны четко поднять свою планку вверх. И да, 27 октября, понедельник– это день, когда нужно планировать. Планировать масштабно, прекрасно-таки понимать, какую цену вы отдаете за этот план, за масштаб, за свою жизнь, которую вы хотите. И поверьте, цена это будет не в деньгах. Это будут личные энергозатраты, силы, терпения, где-то занудство, но занудство– это обратная сторона терпения, и это, я считаю, очень хорошие такие качества. Внимательность, сила воли, сила духа. То есть все те честные и доблестные качества, которые не популярны в настоящее время. Луна в Козероге 27 октября в гармоничном аспекте с Солнцем как раз-таки получится в этот день на максималках вот так спланировать, потому что Солнце-то у нас в Скорпионе, а максимальные знака зодиака я вот не знаю, как вы мне скажете, да, дорогие Скорпионы, вы максималисты или нет? 28 октября Луна в знаке Козерога, но при этом в оппозиции с Юпитером, в квадратуре с Венерой. Сложные отношения будут с женщинами, сложные отношения будут с самими собой, если мы не развиваемся, не реализуемся, не идем вперед и понимаем, что вот кто-то что-то делает, у него что-то есть. Если мы четко себе это говорим. А если мы считаем, что кому-то все достается как-то в легкости и просто так упало, вот тогда здесь сложная позиция, тогда будет, скорее всего, конфликтный день и будет казаться, что жизнь к нам несправедлива. Я все-таки всегда за то, чтобы посмотреть, что если мы понимаем, что другие люди для того, чтобы жить свою жизнь, они прямо-таки делают много, тогда открывается очень множество возможностей, и в голове начинают работать те самые механизмы, которые говорят так, а что мне нужно сделать для того, чтобы хотеть жизнь мечты. Не очень хороший день для покупок, для трат. Они могут быть только для того, чтобы перед кем-то похвастаться, показаться, нарисоваться. При этом очень хороший день договариваться, особенно если вы находитесь в ссоре, в конфликтных ситуациях, на работе, если у вас женский коллектив, начальник, женщина, хорошее время договориться. При этом точно так же хороший день для того, чтобы какое-то обучение начинать проходить экзамены. Будет непросто, но зато честно. Вложиться нужно. Козерог– это тот знак зодиака, который говорит, что если вы тратите свои силы, если вы стараетесь, и если вы в отношениях, либо в жизни, да, то есть если вы в отношения вкладываете душу, тогда вы получаете те отношения, которые хотите. И если вы тратите свои силы, внимание и честность, тогда вы получаете в работе, в карьере тоже, что вы хотите. Да? Когда вы берете в прямом смысле ответственность за отношения, за работу, тогда у вас начинает получаться. Знаю, многие сейчас не любят слово ответственность, но извините, без нее, ребят, ну вообще никак. Я бы тут тоже такая не сидела, если бы не ответственность перед вами, отвечаю на ваши вопросы, когда вы мне пишете, отвечаю честно, стараюсь максимально раскрыть все эти истории, но вот такая вот у жизнь, когда нам говорят, вот я хочу работать только на себя. Ну, так, ребят, работать на себя, работать в найме, вообще у всех совершенно разные здесь истории. Здесь таки нужно очень сильно понедельник и вторник посмотреть свою жизнь, потому что у нас после этого идет среда. И среда, 29 октября, когда Луна у нас находится первую половину дня еще в Козероге, но уже в соединении с Плутоном. Вторую половину дня уже в Водолее, но тоже в соединении с Плутоном и в оппозиции с Юпитером. И эта история, когда вот мы максимально честно себе говорим, но первую половину дня, когда мы еще максимально честны, вторую половину дня нам хочется, либо у нас появляется такой большой, такая львиная доля мотивации и запала двигаться вперед, либо включается такая инфантильность, когда мы не очень-то хотим что-то делать, хотим быть безответственными. И здесь, понимаете, я не могу сказать, как четко у каждого из нас сложится, да, потому что мы все ведем себя совершенно по-разному в той или иной ситуации, в силу возраста, накопившей усталости и тому подобное, да. То есть здесь у каждого совершенно свое, при этом хороший день для больших каких-то начинаний, пересмотреть свою жизнь, понять, нравится ли вам работа та, в которой вы работаете или нет. Я не просто так начала говорить, работа на себя, фриланс, найм, большая крупная фирма, либо быть управляющим.
И эта история, здесь нет хороших и плохих вообще, здесь просто каждый выбирает то, что ему нравится, где он хочет быть в настоящий момент времени. Так и вот здесь нужно 29 октября максимально честно себе сказать, кем я хочу вообще в принципе быть. Знаете, как нас всегда в школе спрашивали, кем мы хотим быть, кем мы хотим стать. И вот когда Луна у нас в Водолее, у нас максимально честно получится на это ответить, потому что посмотрите на свой возраст 11-12 лет. 12 лет у нас Юпитер, в 11 лет это такой аспект, он кармический, его не видно, с Ураном, да. Квадратура Урана у нас у всех была в 22 года, и вот 11 это пополам. То есть это половиночка от видимого аспекта, про который говорят больше всего астрологи. Есть еще кармические аспекты, про которые очень малое количество астрологов знает и говорит в принципе. Так вот, это такой момент, когда мы подсознательно, да, начинается подростковый возраст, мы к нему идем, и мы прекрасно таки понимаем в силу нашей вот этой свободолюбия, отсутствие какой-то вот такой ответственности, когда нам приходится делать выбор, который мы прекрасно таки понимаем, что сейчас мы делаем тот выбор, но по факту это не выбор. Мы знаем, что мы должны так сделать, да, то есть в силу своей ответственности. Так вот, в подростковом возрасте и в возрасте 22 года, как правило, мы всегда ведем себя, большинство количества людей, конечно же, да, живем как хотим. То есть включите у себя в среду, 29 октября, вот эту историю, а я-то что хочу? Потому что когда мы находимся не в том самом месте, которое нас радует, ну я сейчас по объективным причинам люди говорю, да, то есть когда люди находятся в том месте, которое их не радует, здесь нужно таки реально честно сказать, почему это место не радует. Потому что я очень хорошо живу и не ценю, что у меня есть, да, или я, в принципе, когда-то повернула не туда, и оказалась на той работе, где я вообще не радостна, где я вот всегда шить хотела, например, да, а я сейчас сижу, бумажки перебираю, или там я хотела, наоборот, что-то конструировать, а сейчас я вообще просто где-то с людьми разговариваю, мне кажется, меня вообще никто не слышит, и это такая, знаете, история у каждого, она своя, и этих историй очень много. Посмотрите, зайдите в какое-нибудь видео и почитайте просто комментарии. Совершенно разные истории у людей, но очень многих объединяет то, что в какой-то момент жизни уходит вот эта радость и счастье. И да, вторая половина дня среды – этот момент как раз-таки для того, чтобы понять, а что же нам хочется, для того, чтобы чувствовать себя радостнее и счастливее, для того, чтобы на вот этом моменте радости и счастья нам наоборот вот эту жизнь вот так классно начать жить, и для того, чтобы открыть свое сердце, для того, чтобы раскрыть свои лучшие качества, потому что худшими мы себя уже потопили, да, а хочется как-то вот открыться ярко, интересно, блистать. И у каждого этот блеск по-разному, у кого-то он в интеллекте, у кого-то он в руках, у кого-то он для того, чтобы создавать нечто большее, а кто-то, наоборот, хочет учить детей, людей. И у всех разное, понимаете, здесь нет чего-то одного. И у нас следом идет четверг. Четверг, 30 октября, очень хороший день. Луна по-прежнему в Водолее. Луна в гармоничном аспекте с Венерой. Хорошая коммуникация, хороший день для покупок, для того, чтобы сходить на свидание, устроить романтический день, вечер, для того, чтобы помириться с тем, с кем поругались на днях в начале недели на выходных. Очень хорошее время для того, чтобы сделать комплимент, сделать вот так шаг вперед. И самое главное, рассказать, почему так случилось. Потому что если мы просто говорим, ну, ты мне извини, я вот как-то вот так не хотел, я вот не хотела, лишнее сказано было. Скажите, почему. И это будет построение такого мостика очень важного для как раз-таки налаживания отношений в личной жизни. Для работы тоже очень хороший день на самом-то деле, потому что здесь Луна в Водолее, и если мы ищем новую работу, очень хорошо. Если мы идем на повышение в деньгах, ну, то есть на увеличение зарплаты, это тоже очень хорошо, потому что Луна в трине с Венерой, увеличить финансы. Но при всем при этом понимайте, что мы будем немножко такие противоречивые, будет нам казаться, что все как-то несправедливо. Нужно просто четко понять, каким путем вы идете, в каком направлении, для того, чтобы все было максимально понятно. Потому что
Следом у нас идет 31 октября, пятница. Очень сложный день. Очень сложный день. В этот день будет штормить Луна первую половину дня в Водолее, вторую половину дня в Рыбах. И все бы, если просто вот так она находилась, но Луна и там, неважно, в Водолее либо в Рыбах, но она в квадратурах. То есть в квадратуре либо к Урану, да, либо к Лилит, Марсу, Меркурию, то есть всему тому добру, что находится у нас в Скорпионе. И здесь момент. Сложно будет договориться, захочется быть агрессивными, захочется скандалить, ругаться. Вообще, в принципе, напряженный день. Плюс Луна еще в квадратуре с Ураном все вместе. И вот все то добро в Скорпионе в четкой оппозиции с Ураном. То есть день очень конфликтный. День, когда захочется поругаться, топнуть ножкой, получится очень быстро это сделать, хлопнуть дверью, быстро уйти, собрать вещи, в том числе уволиться в один день. То есть это вот такой день. Повлияет ли это очень хорошо на финансы? Я так не скажу. Здесь нужно таки очень красиво выйти из сложных ситуаций, которые будут складываться для того, чтобы не было обнуления в деньгах в том числе, потому что Луна в квадратуре с Ураном– это обнуление. Обнуление в отношениях, обнуление в эмоциях, обнуление в финансах в том числе, потому что все то добро в Скорпионе, а Скорпион это прям таки финансовый знак, понимаете, я о чем говорю. Получится ли просто и легко топнуть ножкой? Вряд ли, и не испортить себе репутацию, потому что Венера в квадратуре с Юпитером, ну вот уже вторая половина дня 31 октября уже будет в точной квадратуре, понимаете? То есть получится испортить свою репутацию. Оно надо, оно не надо. Поэтому здесь максимально красиво, филигранно, тонко получаем свое, не ругаемся, не скандалим, не обижаем оппонентов, хотя очень сильно захочется, но если держать вот эту выдержку и понимать, что вот как-то уже неинтересно спорить, как-то нам и так уже все понятно, тогда наступает следующий день, и это 1 ноября. Хочу сказать, что хороший такой день, Луна в рыбах. Можно и расслабиться, в принципе, уже не будет вот этого напряжения, но все те, кто поскандалил в пятницу, в субботу, эта история продолжится. Причем продолжится она и в любовных отношениях, и в рабочих отношениях, в том числе, и будет очень сильно влиять на уменьшение финансов, да, поэтому здесь будьте аккуратны, потому что шарик-то у нас кругленький, и мы все, как говорится, друг друга знаем, да, осадочек останется очень сильно. Будьте аккуратны 1 ноября с импульсивными покупками. Венера в точной квадратуре с Юпитером. Если собрались устраивать романтическое свидание, вечер, ужин, хорошее для этого время. Просто если вы будете делать это душевно, то будет получаться хорошо, красиво. И если захочется поругаться, получится опять же с 1 ноября 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так себе дни для того, чтобы ругаться. То есть забежала, как обычно, немножко вперед, без этого, ребят, никак. Но постарайтесь держать марку, держать лицо. В грязь лицом не надо, надо аккуратно, красиво и не быть импульсивными в своими тратами, потому что получится очень быстро и легко все потратить. А вот вложиться в очень хорошие вещи, эта история очень хорошая, которая наступит, кстати, на следующей неделе. Это буквально уже начнет складываться квадратура с 3 ноября Венера с Плутоном, когда такие мощные, сильные, очень дорогие вещи получится таки купить и приобрести. А когда Венера у нас еще взойдет в знак Скорпиона, там уж вообще открыта дорога к большим просто шедевральным сделкам. Ну что, ребят, хочу сказать, что неделя у нас следующая будет очень хорошая и очень интересная, очень яркая. Здесь нужно, конечно же, быть продуктивными, да, быть мощными. При всем при этом у нас на небе потрясающие гармоничные аспекты Юпитера с Сатурном, с Нептуном, с Плутоном, то есть с Марсом. То есть здесь, если мы делаем, если всю неделю мы выходим на большие сделки,
если всю неделю мы четко просчитываем, и если мы принимаем зрелые решения, если мы идем в гору, потому что опустить себя мы всегда успеем. И эта неделя, кстати, которая у нас грядет, очень сильно и легко получится себя опустить где-нибудь в среду, где-нибудь в пятницу. Но зачем нам это надо? Эти дни лучше, наоборот, брать планку еще выше, потому что даже если будет очень медленно со скрипом у нас поднятие наверх, то мы будем как минимум понимать, чего мы стоим. И это такое, знаете, внутреннее приятное чувство, когда ты понимаешь, что если придут кризисы, то я с этим справлюсь. И правда же справимся, потому что всегда справлялись, и в этот раз тоже. Но хочу сказать, что очень хорошая неделя на подъем вверх, к выходным напряжения, просто потому что 31 октября вот такой сложный, напряженный день. Чувствуйте свое подсознание, если оно вам говорит, нужно остаться дома, тогда оставайтесь дома. При всем при этом выходные в таких хороших гармоничных аспектах, Луна в хорошем настроении, в рыбах, хочется полениться, хочется романтика, хочется расслабиться, отдохнуть. Хорошая такая история, романтичные встречи, свидания. Но воскресенье уже, я вам скажу, Луна-то будет хоть и в рыбах первую половину дня, а вторую половину дня перейдет в Овну. То есть воскресенье, вечер, при этом Луна у нас в соединении с Сатурном и с Нептуном. То есть здесь еще и гармоничные аспекты к Юпитеру. Захочется прям, хоть и воскресенье, но захочется горы свернуть, гигантский план построить, поездку наметить, покупки большие, мощные, интересные. Тоже хорошая для этого история. И я всегда, вы меня знаете, всегда вам говорю, лучше сделать, чем всю жизнь сомневаться и думать, а как оно будет. Если мы сделаем, у нас будет два варианта, получилось или нет. А если не сделаем, у нас так и будет один вариант, ничего и не получится, понимаете? Поэтому все те, кто давно хочет и считает, что он заслуживает большего, хорошее время менять работу на этой неделе, особенно когда Луна будет у нас в Козероге или в Водолее, очень хорошее время. Если вы тактичны, если вы этичны, идите вперед. Если вы умеете строить планы, выполнять все свои действия, тоже хорошо. При этом, дорогие, будьте аккуратны. У нас всю неделю Меркурий в оппозиции с Ураном, и к выходным у нас Марс в оппозиции с Ураном, что будет говорить о том, что на выходных нам немножко захочется почудить. Не чудите, не надо, поверьте, это лишнее. И чудить нам захочется со 2 по 8 ноября. На максималках нам захочется почудить, но если вы вот этот свой креатив Марса с Ураном пустите в какие-то новые действия в работе, IT, усложнение знаний, образование, вот прям-то для того, чтобы загрузить свою мозговую деятельность, прекрасно. А здесь изобретательная деятельность, здесь что-то где-то подкрутить, очень хорошо. Здесь хорошее время для того, чтобы менять свою точку зрения, возиться в своих мыслях, записаться к психологу в том числе, если вы понимаете, что у вас какие-то постоянные провисания, что вы где-то не догоняете. У нас, правда, у всех есть ощущения в какие-то моменты определенной жизни, что мы где-то не понимаем или не догоняем обстоятельства. То есть все как-то успевают, делают, а мы опоздали. И эта история очень сильно будет интересно с пятницы начнет работать, когда Луна у нас будет в знаке зодиака Рыбы. Хорошее время поговорить по душам с близкими, если у вас есть особенно друзья, которые прямо-таки очень сильно разбираются в жизни, могут вам прям-таки дать дельный совет. Либо же очень хорошее время с психологом позаниматься, тоже разобрать в себе определенные тормоза, какие-то моменты чрезмерной завышенной гордыни, потому что, как правило, большую часть жизни мы бьемся о свои страхи, чувство вины, либо нашу гордыню, и мы не идем вперед. Почему? Почему мы не идем вперед? Это такой основной, очень мощный и важный момент, который было бы классно разобрать этой осенью в себе, потому что наши страхи, наши тормоза, это то самое, что не дает нам развиваться. Точнее, мы сами их подогреваем, мы радуем каждый день и не развиваемся сами. Вот так это работает, ребят. То есть мы сами можем управлять своей жизнью, но почему-то мы этого не хотим. Почему? Вот такой гороскоп на эту неделю. Ребят, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. В режиме свободного времени я отвечу. Ну и по классике увидимся с вами в следующем ролике. И да, уже на этой неделе начнут выходить годовые прогнозы для каждого знака зодиака. Поэтому
приготовьте нотку терпения, скоро все будет. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.